Штурм Киева с воздуха, ракетный удар даже цирконами после первой встречи в Абу-Даби. Противники за одним столом переговоров, приказ Путина о выводе войск и обращение Зеленского к Кремлю. Каков месседж? Украина прижата к стене, навязанный мир, два негативных сценария, болезненные уступки. Военный переворот в Украине и отказ исполнить приказ Банковой, результат потери территорий. Война между Будапештом и Киевом. Путин не проживет 100 лет, если Орбан отдаст ему свои органы. Новая публичная и дерзкая перепалка между МИД Венгрии и Украины. Рассекречены документы. Не готовы и слабы. Американцы могут потерпеть фиаско в арктических операциях. Кто избил войска США до приказа сбавить темпы? Неожиданные детали. Истребители НАТО подняты по тревоге из-за российской авиации. Новое оружие. Цель ударов РФ в Украине. Отказ от иностранных языков в России. А еще большая проблема в акватории. Потеряно управление. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Удар по Эстонии из-за россиян и белорусов. Скандал из-за действий Таллина. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в эстонской столице летом этого года, перенесли во Францию. Об этом сообщил генсек Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг в интервью изданию «Ихтулехт». Международная федерация фехтования отменила турнир из-за отказа Таллина выдавать визы спортсменам из России и Беларуси. Слухи о возможном переносе чемпионата начались еще в конце 2025 года, и тогда федерация требовала от Эстонии письменного подтверждения, что все спортсмены смогут принять участие в чемпионате и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Эстонские власти отказались подписывать такой документ. Если раньше проводилась проверка биографии, спортсмены не должны были быть связаны с силовыми структурами, то теперь достаточно подписать декларацию о том, что ты против войны, объяснил Паалберг еще в последний день прошлого года. По сути, можно быть даже офицером армии и заявить, что ты против войны. Для Международной федерации фехтования этого достаточно. Орбан рассекретил тайный документ ЕС и спровоцировал международный скандал. О существовании документа под грифом «секретно» премьер Венгрии намекнул журналистам после неформального саммита Евросоюза в Брюсселе. По словам Орбана, в документе прямо сказано: Украина должна вступить в ЕС уже в следующем году. Но этому не бывать, утверждает венгерский премьер, пока у руля он и его политсила. И в принципе добавляют, что в ближайшие 100 лет Украина не станет частью ЕС. Орбан допускает, что Киев будет всячески вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии для того, чтобы в стране сменилась власть на лояльную проукраинскую. Я считаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет такого парламента, который проголосует за вступление Украины в ЕС. Украинцы считают, что единственный способ убрать это препятствие под названием Венгрия, чтобы в Венгрии появилось проукраинское правительство. И над этим они работают. А мы, очевидно, не хотим, чтобы Украина вступала в Союз. 100 лет блокады – это много. Путин столько не продержится. Так отреагировали на заявление Орбана в Украинском министерстве иностранных дел. Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все органы. А в день, когда Украина вступит в ЕС, мы повесим этот заголовок в рамке в украинском парламенте, чтобы помнить вашу ложь следующие 100 лет. Слова Сибиги вызвали реакцию его венгерского коллеги Сиярта. Он обвинил украинские власти в вмешательстве в избирательную кампанию Венгрии. Что ж, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое будет говорить «да» Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим. Суверенное венгерское правительство продолжит защищать страну и ее народ от вашей войны. Венгрия прежде всего. Слабые американцы. США практически бессильны для арктических операций. По информации аналитиков НАТО, непосредственной военной угрозы со стороны России и Китая для Гренландии сейчас не существует. Российская активность в Арктике за последние годы снизилась. Значительная часть сил и ресурсов Москвы переброшена на войну в Украине. Китайская активность также оценивается как ограниченная и несрочная. Она сводится в основном к научным экспедициям и к участию в добыче полезных ископаемых, пишет The Times. В материале также говорится и о провале США, в частности, о смешном состоянии американской готовности к арктическим операциям. Во время учений Joint Viking в Норвегии в прошлом году американские подразделения серьезно уступали европейским союзникам. Настолько, что руководству учений пришлось попросить финских резервистов, одних из самых подготовленных бойцов для арктической войны, снизить интенсивность действий, потому что они слишком легко и быстро подавляли американские силы. Финнам пришлось сказать перестать избивать американцев, потому что это выглядело неловко и деморализующе, сказал военный источник. США также зависят от Финляндии в вопросах передовых технологий ледокольного флота.
Европейцы обладают ноу-хау, сказал один военный источник. Если Трамп действительно хочет защитить регион, он действует совершенно неправильно, настраивая против себя своих арктических союзников. Европейцы ополчились против Трампа и называют его диктатором. Половина жителей Евросоюза считает президента США врагом Европы. Это результаты недавнего соцопроса издания Le Grand Content. Лишь 8% опрошенных назвали Трампа другом, а 9% ни другом, ни врагом. Трампа явно недолюбливают в Испании, Дании, Бельгии, Франции и Германии. По данным опроса, в этих странах более 50% респондентов высказались против действующего американского президента. Польша – единственное исключение. Только 28% поляков считает его врагом. Опрос также показал тревожный рост недоверия к демократии США. 44% всех опрошенных видят в Трампе диктатора, лишь 10% считают, что он уважает демократические принципы. Цели для нового оружия России. Западная пресса уделяет внимание высокоскоростному ударному дрону Москвы «Герань-5», который эксперты уже называют серьезной угрозой для украинской ПВО. Беспилотник разгоняется до 600 км в час, летит почти 1000 км и несет боевую часть около 90 км, уточняет The Guardian. Это значительно быстрее предыдущих моделей, из-за чего у мобильных групп ПВО остаются секунды, а не минуты на перехват. По данным источников, 2 таких дрона уже сбиты под Киевом и под Днепром. «Герань-5» оснащена китайским турбореактивным двигателем. Украина заявляет, в новых дронах обнаружены еще и компоненты из Германии, Китая и США. Появление Герани-5 указывает на изменение акцентов в российской дроновой войне. Хотя эксперты ранее прогнозировали дальнейший рост количества ежедневных атак беспилотниками, среднее число запусков в сутки стабилизировалось на уровне чуть более 170. Вместо этого, согласно докладу Института науки и международной безопасности, опубликованному на этой неделе, Москва все больше сосредотачивается на технологических разработках, направленных на преодоление украинской ПВО. Работа украинской ПВО на пределе возможностей. В ночь на 24 января Россия совершила один из самых массированных за последнее время ударов по Украине. В ход пошли даже цирконы из Крыма. Штурм Киева с воздуха начался за полночь. Баллистика, крылатые ракеты, ударные дроны, цель — энергообъекты, в частности ТЭЦ. Украинские паблики еще писали, что целью была и киевская подстанция, которая соединяет Ровенскую АЭС со столицей и центральным регионом Украины. Россия подняла стратегическую авиацию, ракеты летели и по Киевской области. Под массированным ударом и Харьков. Заявления мэров о разрушениях в жилой застройке сразу в нескольких районах. Под ударом были и другие области Украины. На момент записи выпуска это и вся информация. Обращение к Кремлю и к Банковой, приказы и ожидание ответов. Максимально тайные переговоры, никаких микрофонов, разговоров и пресс-конференций. Все за закрытыми дверями. Россия, Украина и США провели первый раунд переговоров в Абу-Даби. Историческая встреча. Впервые за почти 4 года большой войны представители всех 3 сторон сидят за одним столом, пусть и в максимальном закрытом формате. Глава эмиратского МИД в официальном заявлении пишет: война должна закончиться за столом переговоров, а не на поле боя. Его высочество также подчеркнул твердую убежденность ОАЭ в том, что устойчивые решения конфликтов могут быть достигнуты исключительно путем диалога и деэскалации, подтвердив приверженность страны выстраиванию дипломатических мостов и поддержке любого прогресса, достигнутого в ходе этих важных переговоров, проходящих в критический момент. На столе переговоров то, что стороны не могут сдвинуть с места уже длительное время – территориальный вопрос. Требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина уступила 20% Донецкой области Донбасса, которые она все еще контролирует, примерно 5000 квадратных километров, оказалось серьезным препятствием для прорыва в переговорах. Западные медиа уточняют, Россия готова к заморозке войны по линии фронта, но перед тем, как ВСУ выйдут из Донбасса. Это то, о чем договорились Путин и Трамп в Анкоридже. Источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters, что Москва рассматривает так называемую формулу Анкориджа, которую, по словам российской стороны, Трамп и Путин согласовали на саммите в августе прошлого года, как означающую контроль России над всем Донбассом и заморозку текущих линий фронта в других районах Востока и Юга Украины. Ранее Украина называла такие условия требованием капитуляции со стороны России, и Зеленский уже говорил: землю сдавать никто не будет, войска останутся там, где есть. Итальянская пресса при этом пишет, что Киеву предлагают деньги на восстановление, а также гарантии безопасности в обмен, опять же, на территории Донецкой и Луганской областей. Такова сделка. Один документ перечисляет детали плана государственного и частного финансирования на $800 миллиардов для восстановления и перезапуска Украины под руководством главы крупнейшего фонда BlackRock Ларри Финка. Второй документ должен дать Киеву американские гарантии безопасности. В
поддержку европейцев, которые отправили бы людей на землю. Зеленскому предлагается уступить территорию в обмен на деньги и западную защиту. Украина прижата к стенке. Навязанный мир, вероятно, единственный выход, пишет Berliner Zeitung. В материале говорится о плохом сценарии или катастрофическом. Эксперты сходятся в одном. В нынешних условиях мир с Россией возможен только через крайние уступки. Зеленский должен отказаться как минимум от 3 вещей. Есть 3 вещи, которые для Украины неизбежны, говорит эксперт по Восточной Европе Герхард Мангот в интервью Berliner Zeitung. Он называет уступку территорий, отказ от членства в НАТО и отказ от размещения иностранных войск на территории Украины. Все остальное для России абсолютно неприемлемо, и я не вижу больше никакого пространства для маневра у украинского руководства. Продолжать войну – рискованный шаг, также говорится в материале. Россия хоть и медленно, но продвигается. США, ключевой фактор, могут сократить поддержку, а Европа не способна восполнить этот разрыв. Без американской разведки Украина становится не слепой, но близорукой. Но даже если Киев согласится на мир на российских условиях, опасность не исчезнет, пишет издание. И здесь тоже 2 угрозы. Либо новая война через несколько лет, либо фактически военный переворот в Украине, если Зеленский согласится на условия Москвы. Если отдельные подразделения откажутся отходить и продолжат боевые действия, это станет формой мятежа против верховного главнокомандующего. В первую очередь этого можно ожидать от праворадикальных формирований. Это может ввергнуть страну в глубокий конституционный кризис и привести к насильственным столкновениям и беспорядкам внутри Украины, говорит Мангот. Приказ Путина о выводе войск – это то, что не изменилось перед первой за многие годы трехсторонней встречей. Кремль обращается и повторяет условия Зеленскому. Готовы к дипломатии, но при выполнении условий. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Издание ТАСС, подконтрольное Кремлю, приоткрывает карты. В Абу-Даби говорят о буферных зонах и о том, кто берет на себя контроль. Буферные зоны и различные механизмы контроля фигурируют среди тем встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ТАСС. Да, эти аспекты – буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи, сказал собеседник агентства. Зеленский же комментирует сдержанно, не особо раскрывая деталей, но при этом вновь посылает свое обращение к Путину. У Украины есть желание завершить войну. Теперь это желание должно появиться в Кремле, говорит Зеленский. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них по меньшей мере должна быть часть ответов от России. Главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Позиции Украины четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Переговоры завершились поздно вечером 23 января. Промежуточные итоги первого дня отправились в Москву и Киев после практически 5 часов диалога, заявили стороны. Также уточнили, делегации обсудили дальнейшую логику переговорного процесса, которая приведет к продвижению достойного и длительного мира. 24 января эти переговоры продолжаются. Балтика на взводе. Истребители НАТО подняты из-за российских Су-35 и Ту-22М. Шведские силы быстрого реагирования зафиксировали и вышли на перехват российской военной авиации над Балтийским морем. В воздух были немедленно подняты шведские истребители. Вооруженные силы Швеции заявили, что обозначили свое присутствие и не позволили российским полетам остаться незамеченными в регионе. Шведская истребительная авиация обозначила свое присутствие и обеспечила, чтобы полеты в непосредственной близости от нашей территории не остались без внимания. Российская сторона подтверждает, Балтийское небо действительно было под гулом бомбардировщиков РФ. Они провели 5-часовой полет, как заявляется, над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных участках маршрута к ним приближались истребители иностранных государств. Полет проходил под пристальным вниманием, говорится в официальном сообщении. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Угроза столкновения. Бомба замедленного действия в Средиземном море. У берегов Алжира дрейфует танкер «Прогресс», который является, как заявляется, частью теневого флота России. Он загружен нефтью, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. На борту судна около 100 тысяч тонн российской нефти. Изначально танкер следовал вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канала, однако несколько дней назад его навигационный статус резко изменился, пишет издание. Сейчас он значится как неуправляемый. Скорость корабля снизилась примерно до 1 узла. Предположительно, у танкера мог отказать двигатель. Среди других вероятных причин дрейфа – отказ рулевого управления, потеря электропитания или повреждение судна. В таких условиях, говорится в материале, танкер не может маневрировать и уступать дорогу другим судам. Выход из судоходных путей, последующее изменение навигационного статуса и резкое снижение скорости указывают на возможную техническую неисправность. Языковой занавес. Россия смещает акценты. Английский и другие западные языки не в приоритете. В новом учебном году, то есть с осени этого года, уроки иностранных языков в российских школах существенно урежут. Так решили в Минпросвещении РФ. Нововведение затронет английский, испанский, китайский, немецкий и французский языки. В 5-7 классах вместо 3 уроков в неделю останется 2. Это минус 100 часов занятий, если брать за весь учебный год. В 8-9 классах часы пока сохраняют. В Министерстве просвещения поясняют, что сокращение часов не отменяет предмет. Вместо английского учеников отправят на технические предметы. Общая нагрузка на школьников уменьшится, резюмировали в Минпросвещения. Исходит из того, какую задачу правительство ставит сейчас. Добавили статистику вероятности, идет задача по серьезному увеличению количества часов, связанных с программированием и информатикой. Идет упор на развитие инженерной подготовки. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня. Не забудьте поддержать меня лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.